Приветствую всех на канале Школа Вязания, с вами Катерина Мушин. В сегодняшнем видео мы продолжаем вязать наш сетчатый топ длинными рукавами и спицами. Значит, в предыдущем видео вы должны были довязать вот эту регланную линию. Выкройку я давала, там для каждого размера своя высота. Значит, я провязала 21 сантиметр. В сегодняшнем видео мы будем вязать росток, видите, вот эту высоту, выполнять пройму и довязывать высоту топа, то есть длину вот до конца. Заканчивается у нас все такой же резиночкой, как и сверху. Вот. Выкройка и все схемы можете посмотреть на моем сайте, ссылочка будет под видео. Под видео есть ссылка на первую часть, кто ее пропустил. Вязать я буду все из вот такой вот ниточки. Это Газал Organic Baby Cotton. Значит, 50 грамм такой моточек, 115 метров. По-моему, я не сказала в прошлый раз цвет 423, нежно-голубой. Спицы 4,5 у нас сеточка, спицы 4,0 мм, сама резиночка. Все это тоже было в предыдущей части. Значит, такая вот ажурная красота получается. Смотрите, я всего повторила прибавки 6 раз. Вот, 6 раз вот эти 8 рядов. Значит, сейчас у меня высота примерно 21 сантиметр. Именно высота проймы. То есть мы складываем и вот так меряем. Вот почти 21. Так как я не довязала последние 2 ряда. Смотрите, последние 2 ряда я хочу пропустить прибавку. Если я пропущу прибавку, у меня 4 петельки отойдут в одну сторону. После следующего ряда 4 в другую сторону, и останется здесь не 4 петли для нашей регланной линии, а только 2, и они разойдутся как кромки. Очень удобно будет. Итак, значит, я вяжу лицевая, значит, это 7-й ряд нашей схемки, двойной накид у нас должен был быть. И тогда убавка вправо, убавка влево. Если я сделала не двойной накид, а обычный накид, и тогда убавку с уклоном влево, убавку с уклоном вправо, обычный накид. Таким образом, здесь не прибавится петелька. Переснять маркер, дальше по рисунку. Накид, убавка влево, убавка вправо, накид, накид, убавка влево, убавка вправо, накид. Значит, и так дальше. Так, заканчиваю накид, переснять маркер. С этой стороны также накид, убавка с уклоном влево, убавка с уклоном вправо и 1 накид вместо 2, плюс лицевая. Так, вторая половинка нашей регланной линии. Все, таким образом я провязала ряд, но регланную линию не прибавила. И тогда последний наш ряд, лицевая, здесь 1 изнаночная, дальше 2 лицевые, изнаночная, переснять маркер, изнаночная за заднюю стенку, так как это второй накид, и продолжаем 2 лицевые, изнаночная за переднюю стенку, второй накид, как изнаночная за заднюю стенку. И довязываем до конца этого ряда. Так, довязала я все. Значит, что мы получили по ширине на данный момент? Для высоты проймы 21 сантиметр я повторила 6 раз. 6 раз, так, прибавив по 4 петельки с каждой стороны в каждом повторе. То есть по 8 петель. 6 на 8, это я прибавила 48 петель. Минус пропустила последнюю прибавку. То есть минус по 1 петли с каждой стороны, это минус 2. 46 петель прибавлено. Плюс изначально у нас было 28 петелек. И плюс 4 петельки на каждую линию реглана мы отправили. Сейчас мы будем вот так разделять. 2 рукаву отдавать и 2 спинки переду. Плюс 2 с одной стороны, 2 с другой стороны. Это плюс 4. Значит, у нас на данный момент 78 петель для переда, 78 петель для спинки. Для рукавов вам тоже все записываю.
Значит, что это в сантиметрах? Мы делим на 1,7 петли в 1 сантиметре. Получаю 45 кусочков, почти 46 сантиметров нашу ширину. Кому нужно больше, вы вяжете длиннее вот эту проймочку, то есть и 22, и 23 свободно вяжете. И на подрезы мы будем недостающие петельки набирать. Также по высоте проймы 21 это не конечная высота, так как я буду вязать еще небольшой росток. Ну, вот я уже опустила, сейчас оно вот так, видите? То есть у нас есть вот эта наша горловинка капельки, но нету ростка. А вот росток опустит наше изделие. Значит, росток можно вязать определенно на 1 или на 2 раппорта рисунка в высоту. То есть вы себе смотрите, вот один раппорт рисунка это 2 сантиметра мало, 2 раппорта почти 4 сантиметра. Вот на вот эти почти 4 сантиметра я провяжу росток на спинке. Значит, сейчас мы вот здесь. Я должна провязать рукава, сразу отложить их на дополнительные спицы. Тогда придите к спинке, следующие рукава отложить, перед отложить. Значит, я для рукавов взяла вот такие лески дополнительные. У кого нет лесок, берете просто ниточку с иглой и это все снимаете на нить с иглой. Значит, смотрите, петли рукава нам желательно провязать, чтобы ниточка была к спинке. Так, собираю вот этот маркер. Значит, делится так вот. 2 у нас петли реглана, по 1 петлю все переду, по 2 петлю все будет идти на рукав. Спицы я беру абсолютно такие же, 4,5. Значит, вяжу все по рисунку. Значит, вот эта лицевая. Дальше у меня будет как кромка. Когда соединю круговой ряд, я наберу так, чтобы там уже было конкретно кратно узору. Так, далее мы должны выполнить 2 вместе лицевой с уклоном вправо, двойной накид, 2 вместе лицевой с уклоном влево. Вот. То есть у нас кромка и 1 раппорт на этих петлях. Мы маркер не смещали в последнем ряду. Так, 2 вместе вправо, двойной накид, 2 вместе влево. Я вяжу на всех петлях абсолютно до следующей регланной линии. Так вот, я довязываю до маркера весь рукавчик. Теперь забрать маркер. Здесь еще один повтор. 2 вместе вправо, двойной накид, 2 вместе влево и плюс 1 лицевая. Вот так. Так, вот это петельки рукава. Значит, я с другой стороны ставлю вот такой блокиратор спиц. Так удобнее, петельки никуда не денутся, пока у нас к ним дойдут руки. Далее вот все петли рукава. Так, дальше возвращаюсь к рабочей спице, продолжаю вязать на рабочих спицах. Значит, так, видите, 1 петелька сюда пошла из 2 лицевых, 1 сюда. Вот 1 лицевая, 2 вместе вправо, двойной накид, 2 вместе влево. Так, забираем маркер и вяжем все петли спинки также. 2 вместе вправо, двойной накид, 2 вместе влево. И так все до следующей регланной линии. Так вот, всю спинку я провязала. Здесь забираем маркер. Вяжу 2 вместе вправо, двойной накид, 2 вместе влево, плюс 1 лицевая. Вот вся наша спинка. Так, дальше у нас петли рукава. Для удобства я также снимаю на 2-ю леску. Уже не вяжу, просто снимаю. Значит, вот на том рукаве мы должны будем вязать, когда будем вязать рукав, 2-й ряд. А здесь 1-й ряд схемы. Видите, так как я просто переснимаю, не провязывая этих петель. Так, здесь я сняла до маркера плюс 5 петель. Так, 4 и 1 петелька с регланной линии, именно с центральных петель. Так, вот это наш 2-й рукав. Тоже я меняю спицу на фиксатор.
Кстати, очень удобно так иметь несколько лишних лесок с фиксаторами. В любой момент можно прикрутить спицу и вязать то, что вы отложили. Так, давайте посмотрим, что мы получили в итоге. Значит, вот рукавчик. Видите? Первый. Рукавчик. Второй. И наше изделие вот осталось на красной леске. Видите? Вот так, если взять все. Так, дальше вяжем росток, спинку. На спинке мы провязали только что один ряд. Теперь будем вязать поворотными рядами. Значит, как я говорила, нужно провязать 4, 8, соответственно 12 и так дальше. Сколько хотите. Я буду вязать 8 рядов. Повернуть. Значит, второй ряд на изнанке. Снимаю первую петлю. Так, вяжу изнаночная. Двойной накид провязываем первую лицевой, вторую лицевой за заднюю стенку. Далее 2 изнаночных, лицевая, лицевая за заднюю стенку. То есть теперь четные ряды будут вязаться так же, как мы вязали при поворотных рядах. Лицевая 1, лицевая 2. И так до конца ряда. Так, лицевая за переднюю стенку, лицевая за заднюю стенку. Довязываю 2 изнаночных, лицевая за переднюю, лицевая за заднюю, 1 изнаночная. И в конце кромка плюс тоже изнаночная. Поэтому мы не прибавляли последнюю прибавку, чтобы здесь не было 2 кромки, а только 1. Минимально все. Так, в третьем ряду смещаем рисунок симметрично, если помните. То есть крайнюю кромку снять. Начинаем с накида. Теперь убавление влево, переснять 2 петли, поверну правыми стеночками назад, вернуть обратно, вместе провязать лицевой за заднюю стенку. Убавление вправо, слева направо 2 петли провязать вместе лицевой. Еще раз накид. Повторяем накид, убавка влево, убавка вправо, накид, накид и так дальше. Это третий ряд нашей схемки. Так, убавка с уклоном влево, убавка с уклоном вправо, накид и в конце кромку изнаночной. Вот довязала я ряд, поворачиваю. Так, значит, дальше первую петельку снимаем. Теперь начинаем с накида, провязываем его лицевой, дальше 2 изнаночных. И лицевая. Лицевая теперь за заднюю стенку, 2 изнаночных, лицевая. И так до конца ряда. Так, довязываю все. Вот 2 изнаночных, лицевая, последний накид и кромку изнаночной поверхности. Значит, я провязала 4 ряда. И еще таким же способом вяжу 4. Снять первый. Так, провязываем 2 вместе вправо, двойной накид, 2 вместе влево. Так, значит, вот я провязала еще 4 сантиметра. Видите, разницы по кругу поворотными рядами нет. Значит, дальше я буду вязать уже спинку и перед по кругу. Значит, опять с первого ряда начинаю. Значит, пока еще первую петельку снять. Петельки спинки вязать как первый ряд. Это 2 вместе лицевой вправо, двойной накид, 2 вместе лицевой влево. И так все петли спинки до последней. Так, вот я довязала полностью всю спинку. Последнюю петлю пока провязываю лицевой, нашу кромку. И дальше между спинкой и петлями переда, вот вместо петелек рукава, я должна поднять петли подреза. Всего нам нужно так набрать петельки, чтобы общее количество было кратно 4, чтобы мы продолжили узор. Сейчас у нас кратно 4, и с каждой стороны по 2 лишние петли. Вот здесь 2 лишние, там 2 лишние, так 2 наших кромки. Поэтому кратно 4 минус 2. То есть что это подходит? Это подходит 2 петли набрать, 6 петель набрать, так дальше 10 и так далее. Значит, я наберу 6 петелек. Значит, таким вот образом.
ниточку, обернуть вокруг указательного пальца, повернуть, одеть на спицу. Вот первую петельку набрала, обернуть, одеть на спицу, вторую петлю набрала, 3, 4, 5 и 6. Значит, здесь крайнюю провязываю лицевой. И здесь также первый ряд, несмотря что мы здесь довязали лишние 4 сантиметра, здесь тоже у нас будет первый ряд узора. 2 вместе лицевой с уклоном вправо, двойной накид, 2 вместе лицевой с уклоном влево. Так, забрать маркер, продолжить вязать наш узор. 2 вместе вправо, двойной накид, 2 вместе влево. Значит, провязывайте все петельки переда. Вот. Так, последнюю петлю провязываю также просто лицевой. Это все петли переда провязаны. И набираю 6 петель. Оборачиваю нить вокруг указательного пальца, поворачиваю, одеваю на спицу. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Так. Теперь мы должны это все вязать по кругу, то есть соединяя в круговой ряд. Значит, так как мы вяжем по кругу, у нас четные ряды будут вязаться как ранее четные ряды. Ставлю маркер в начале кругового ряда и вяжу. Значит, лицевая, стяните в начале. Следующая лицевая. Так. Дальше двойной накид, это изнаночная за переднюю стенку, изнаночная за заднюю стенку. И продолжаем 2 лицевые, изнаночная за переднюю стенку, второй накид, вот так подтянуть, провязать изнаночный за заднюю стенку. Значит, это второй ряд, продолжаем так вязать по кругу. Так, довязываю ближе к пройме, вот 2 лицевые, изнаночная за переднюю стенку, изнаночная за заднюю стенку. Лицевая, та, что была кромка, лицевая. А дальше 6 петель, которые мы набрали, вяжем как первые 2 изнаночные, центральные 2 лицевыми, 1, 2 и еще 2 изнаночные. То есть по рисунку у нас как идет 2 лицевые, 2 изнаночные, так и здесь. Вот так с одной стороны, и вот с другой стороны я также провязала каждую пройму. Так, это второй ряд. Дальше третий ряд. Все у нас по рисунку. Значит, дальше. Смотрите, вот эта петелька должна перейти сюда. Значит, снять маркер, одна лицевая, поставить маркер обратно. Вот эта петелька должна у нас быть с вот этими петлями, последние. То есть начало ряда сместили на одну петлю. Так. Третий ряд вяжется как накид, убавка с уклоном влево, переснять 2 петли, повернуть правым стенком назад, вернуть обратно, вместе провязать лицевой за заднюю стенку. Убавка с уклоном вправо, накид. Раппорт третьего ряда. Снова накид, убавка с уклоном влево, убавка с уклоном вправо, накид. И так вяжете по кругу. Так, что на пройме? Вот накид. Значит, накид, убавка влево. Есть убавка вправо, накид, это как раз центр, еще раз накид, убавка влево, убавка вправо, накид. Вот таким образом, видите, я закончила ряд. Переснять маркер. Так, четвертый ряд. Так, вяжем 1 изнаночная, 2 лицевые, изнаночная. Изнаночная за заднюю стенку, 2 лицевые, изнаночная за переднюю стенку, изнаночная за заднюю стенку, 2 лицевые и так дальше до конца ряда. Так, вот здесь довязываю 4-й ряд, все тоже по рисунку. Видите, у нас здесь полноценный узор. Так, и накид один был в начале ряда, один в конце ряда. Оба просто провязываем изнаночными петлями. Вот. И дальше узор с первого ряда. Это 2 вместе лицевой вправо, двойной накид, 2 вместе лицевой влево. Ну, если вы довязали до этого момента, вы прекрасно уже умеете вязать этот рисунок. Давайте посмотрим, что нам сделал росток. Вот эти дополнительные 4 сантиметра, что мы провязали. Если мы сложим вот так спинку перед вместе,
все расправим. Так, особенно расправить желательно рукава. Видим, насколько опустилась наша горловинка. Видите? Вот наши 4 сантиметра для ростка. Так, вот так теперь выглядит горловинка. Видите, достаточно большая. Окружность это 60 сантиметров. Так, наша пройма. Видно вам? Видно. Вот, видите? Набраны петельки. И вот проймочка. Рукав большой. Все супер. Регланная линия. Спинка. Вторая регланная линия и так дальше. Так, смотрите, вот этот росток у нас 4 сантиметра. Видите, он как раз уравновесил нам спинку перед. То есть, если бы без ростка, вот здесь перед, это бы все вот так было, правильно, и спинка отдавала бы назад. Поэтому мы и вяжем вот этот росток. В данном случае азиатский росток. Значит, дальше просто продолжаем вязать длину. Кто хочет длины пуловер, пожалуйста. Я где-то еще совсем немножко провяжу, где-то вот так. И затем резиночка, так как у меня будет этот топик, но длинными рукавами. Значит, продолжаем повторять вот эти 4 ряда по кругу до желательной длины. Значит, вот так сейчас выглядит моя сеточка. Я провязала примерно около 8 сантиметров ажурной вязкой. Значит, получается чуть ниже груди. Вот. Дальше буду вязать такую же резиночку, как сверху. Проверяем, что у нас получилось. Значит, здесь у нас 8 сантиметров именно сама проймочка. Общая высота должна быть около 30 сантиметров. Даже 32 получается. Ну да, мы же здесь 4 сантиметра добавили еще наш росток, так, то есть оно упустилось, пройма стала больше, и поэтому здесь 32 сантиметра. Дальше буду вязать резиночку, поэтому снова перехожу на маленькие спицы. На спицы 4,0 миллиметров. Вот эти спицы убрать. И меньшие добавить. Значит, вяжем сначала ряд все петельки лицевыми. Так, переснять маркер. Первый ряд все петли лицевыми. И те, что были изнаночные, и те, что были лицевые. Сейчас я провязываю лицевыми петлями. И так по кругу до конца ряда. Довязала я лицевыми. Второй ряд все изнаночные. Вот теперь каждую петлю провязываю изнаночной петлей. И так по кругу до конца ряда. Все изнаночные. Так, довязала ряд изнаночными. Переснять маркер. И теперь вяжем резинкой. То есть чередуем одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая, изнаночная. Продолжаем вязать по кругу. Всего резиночкой мы провязываем 6 рядов, так же как на горловинке. Вот. Так, дальше мы должны закрыть петли. Петли нужно максимально эластично закрывать, поэтому я буду закрывать с помощью иглы. Вот такой. Значит, оставляем длинный хвостик. Очень длинный хвостик, насколько возможно. И одеваем хвостик в иглу. Так, прежде чем закрыть петли, мы должны продеть первые петельки. Лицевую я продеваю вот так, как изнаночную. А затем следующую изнаночную продеваю в другую сторону. Вот так, как лицевую. Так. Стянуть все. Ой. Так. Теперь последующие действия будут такие. Первую петельку лицевую продеваем теперь как лицевую. Так. Вот первую петлю продеваю как лицевую и снимаю. Вторую пропускаю. Третью продеваю уже как изнаночную. Она тоже у нас лицевая. Я продеваю как изнаночную и оставляю на спицах. И стягиваю ниточку. Вот. Одну, получается, сняла. Теперь следующая у нас изнаночная. Продеваю ее как изнаночную, снимаю. Лицевую пропускаю. А следующую изнаночную должна продеть как лицевую. Но вот так, видите, я вот здесь завожу иглу и с вот этой стороны вот так подхватываю петельку. И тоже стягиваем. Повторяем. Первая у нас лицевая. Снимаем ее как лицевую. Вторая изнаночная пропускаем. Третья тоже лицевая, но продевается уже как изнаночная. Вот.
и туго стягивается ниточка. Желательно еще вот так придерживать. Дальше первая изнаночная. Продеваем ее как изнаночную, снимаем. Вторая лицевая. Пропускаем. И можно даже вот так вытащить иглу. Третья у нас изнаночная. Продеваем как лицевую. Придерживаем вот здесь и все стягиваем. Эти действия снова повторяете. Лицевую первую снять, изнаночную пропустить, лицевую вторую продеть как изнаночная. Стянуть. Дальше изнаночную первую снимаем как изнаночную, лицевую пропускаем, изнаночную вторую продеть как лицевую. Стянуть. И так на протяжении всей работы. Снять как лицевую, пропустить изнаночную, продеть как изнаночную. Стягиваем. Снять как изнаночную, пропустить лицевую, продеть как лицевую. Стягиваем. Вот такое получается закрытие петель, видите? Эластичный закрытый край. Вот. Значит, так полностью закрывайте все петли. Мне еще немножко осталось. Раз, пропустить петлю и два. Так. Вот так я всегда придерживаю, чтобы все одинаково стягивать. Снять петлю, пропустить петлю, продеть последнюю. Так, у меня вот изнаночная. Раз. Последняя изнаночная 2, и остается только 2 петельки. Вот так, видите? Теперь первую продеть как лицевую, изнаночную пропустить, найти вот первую лицевую, вот она, и еще раз ее продеть уже как изнаночную. Стянуть, и то же самое сделать с изнаночной петлей. Первая продеть как изнаночную. Так, снимаем. И находим изнаночную петельку. Вот так, видите? Вот закрыты все петли абсолютно. Так, теперь работа с концами нитей. Переводим все на изнанку. Так, и с изнаночной стороны прячем. Значит, прятать лучше вот так, повторяя контур вот лицевых петель. Вот раз, два, три. Видите? Просто прячется наша ниточка. Здесь также повторяем контур петельки. Несколько раз таким образом петелька зафиксируется, ниточка зафиксируется. Вот есть. И остатки обрезать. Так, значит, вот такой у нас низ в итоге получается, видите? Красивый ажурный рисунок. Вот такой низ. Так, вот наш результат. Высота. Значит, где-то не видно вам, наверное. Вот так вот здесь пупок будет. Ну, если бы это был человек, а не манекен. Вот так выглядит топ на манекене. Вот у нас свободный рукавчик. Вот так выглядит спинка. Вот второй рукавчик. Значит, изделие после ВТО расправится, конечно же. Сейчас мы будем приступать к рукаву. А у вас это конец второй части. Рукава у нас отдельные части. Переходите по ссылочке под этим видео. Всем большое спасибо. Всем до новых встреч.